Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. По подозрению в причастности к убийствам прежних лет в Санкт-Петербурге задержан бизнесмен из 90-х Владимир Кулебаба. Чем он прославился и в чем именно его обвиняют? Новая информация, проливающая свет на одно из громких убийств в 90-х, поступила в Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в середине ноября. Почти 30 лет назад, в 1993 году, киллеры изрешетили машину Игоря Савина по прозвищу Кувалда, которого петербургская братва подозревала в покушении на знаменитого криминального авторитета из 90-х Константина Яковлева. От многочисленных пулевых ранений погибли сам Кувалда и его охранник. Все эти годы преступление оставалось нераскрытым. Теперь следствие считает экс-главу Федерации вольной борьбы Санкт-Петербурга Владимира Кулебабу заказчиком преступления. А еще двое, некие Арестов и Карпинский, якобы были непосредственными исполнителями убийства. Водителем, который привез убийц на место, мог быть некий Мотыль. По версии следствия, Кулебаба увидел в Савине конкурента, устранив которого, он бы проявил преданность Косте Могиле. Свое прозвище Костя получил за то, что несколько лет работал землекопом и установщиком памятников на Южном кладбище, однако судьба вознесла этого парня из интеллигентной семьи на самый верх криминальной карьеры. Он стал общепризнанным в криминальном кругу крестным отцом Санкт-Петербурга. Дело об убийстве Кувалды возбуждено еще по кодексу Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, статья 102 Уголовный кодекс, поэтому теоретически суд может огласить приговор и тут же освободить Кулебабу с подельниками от наказания по истечении срока давности, который по этому преступлению составляет 15 лет. Решение остается всецело на усмотрение суда. Летом 1993-го Костя Могила, находившийся тогда на пике криминальной славы, был обстрелян из Вальтера с глушителем в доме на Варшавской, 31, в офисе «Алмаз», коммерческим директором которого он являлся. Авторитета спасла реакция. Увидев в руках киллера оружие, буквально за доли секунды Могила упал под стол. Но от пуль скончался его охранник и был ранен случайный посетитель офиса. После покушения правоохранители сразу же взяли в разработку Савина. Якобы Кувалда, прикрываясь громким именем своего босса, похитил большую партию водки, но не захотел делиться прибытком. Предъявить обвинение Савину не успели. 16 августа 1993-го киллеры, спрятавшись в кустах сквера, расстреляли его Митсубиси у дома номер 16 по улице Фрунзе. В результате погиб сам Савин и некий Кирилл Угольников, который состоял на тот момент в должности командира патрульно-постовая служба милиции Кировского РУВД. По нашим, Кувалда мог сотрудничать с руководителем угрозыска райотдела, который помогал ему организовывать личную охрану из числа сотрудников милиции. На тот момент Кулебаба являлся главой службы безопасности Могилы. После покушения на босса он мог воспользоваться ситуацией и устранить Савина, который претендовал на лидерство в группировке Могилы и прослыл в криминальных кругах Петербурга беспредельщиком. Несмотря на то, что Кулебабу подозревали в убийстве Кувалды с самого начала, а в той машине погиб и сотрудник милиции, силовики не смогли подобраться к убийцам из-за большого влияния ОПГ Кости Могилы, который к тому времени двигал своих представителей во власть. Долгое время Владимир Кулебаба считался неприкосновенной фигурой. С 90-х много времени прошло, оставшиеся на свободе и в живых гангстеры давно уже ушли в легальный бизнес. Согласно базе Spark, сам Кулебаба занимается сейчас развитием спорта и восстановлением православных храмов. Также ранее он входил в совет директоров ПАО «Прибой», принадлежащего миллиардеру Савелию Житомирскому. Кулебаба имеет интересы и в Молдавии, которую гангстер называет второй родиной. Сам он занимает должность председателя Федерации профсоюзов работников сферы физической культуры, спорта и туризма Республики Молдова. Он является одним из доверенных лиц молдавского политика и бизнесмена Григория Карамалака по прозвищу Болгар.
Летом Кулебаба даже приезжал в Кишинев для участия в гражданской платформе «Народный союз», организующей акции по поддержке социалистов и коммунистов в нынешней избирательной кампании. Интересно, что другие подозреваемые в убийстве Кувалды, мотыли Арестов, являются уроженцами Молдавии. Сам же Кулебаба родился и вырос на Украине. В 2010 году Кулебабу уже арестовывали по подозрению в организации убийства генерального директора охранного предприятия «Каскад» Вадима Чечеля, которое было совершено в апреле 2008 года. Следствие считало Кулебабу заказчиком. Через 2 года после ареста бизнесмена присяжные признали его невиновным. В прошлом году по оставшемуся на свободе окружению Яковлева был нанесен серьезный удар, когда в результате спецоперации был задержан миллиардер и предполагаемый держатель общака ОПГ Кости Могилы, бывший депутат Госдумы Денис Волчек. В 1994-м Волчек, Кулебаба и Костя Могила вместе учредили акционерное общество закрытого типа «Сириус С» якобы для легализации криминальных доходов. После убийства Могилы Волчек был распорядителем его похорон. В последнее время экс-депутат постоянно проживал в Израиле. В мае этого года Пресненский райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело Дениса Волчека, признав его виновным в покушении на мошенничество на 1,5 миллиона евро. Экс-депутат получил 3 года колонии.